Добрый день, мои любимые леди, меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. И сегодня мы сделаем онлайн-гадание, расклад карт Таро на вот такую тему. Вы и он после развода. Что у вас будет через год? Да, мне эту тему в комментариях попросила раскрыть подписчица. Мне тема понравилась. И я сделаю такой расклад. Единственным уточнением, что мы смотрим через год после разъезда, развода официального, неважно. Давайте вначале посмотрим, как проходил сам развод. Пускай нам карты Таро расклад покажет, как проходил развод, чтобы вы поняли, что это именно ваш расклад, что это именно для вас, да? Как проходил развод, покажите мне. То есть, что было, как это происходило. Опишите мне это событие. Так, смотрим. Сейчас открываем. Очень интересно. Смотрите, карты нам говорят, что развод происходил вот очень бурно. То есть было очень много чего сказано. Это может быть и с вашей стороны, и с его стороны. То есть буквально карта нам показывает то, что вы хотели или он хотел вас убить. Да? Но это может быть не буквально, это может быть убить словом, может и буквально. Да? То есть агрессивно, жестко проходил развод. Со всех сторон жестко, много всего намололи, много боли он сделал вам. Такой яркий, не так, что встали и разошлись. Если вы встали и разошлись, то это, скорее всего, не ваш расклад. Дальше следующая карта нам говорит, что было очень много нюансов во время развода. Да? То есть, возможно, это что-то вас вместе держало, это, возможно, дети, возможно, какие-то, не знаю, материальные ценности делили, там, утюг, дом, квартиру, друзей, что-то, что вас объединяло, вот эти маленькие. Тут буквально детки, но не значит, да, что детки. Это было причиной спора. Из интересного еще было сексуальное влечение. Или его к вам, или ваше к нему. То есть при том, что происходили вот эти вот все сражения, бои, любые, да, но сексуальное влечение кто-то или демонстрировал, да, себя, или буквально хотел этого. Также показывает, что мужчина в этой ситуации, он так себя возомнил маленьким императором, да, пускай он там на игрушечной лошадке, да, пускай, если вы видите, то вот закрытое помещение, в принципе, ему даже на игрушечной, упираются, да, ножки лошадки, некуда скакать. То есть император такой, которому некуда скакать, мужчина так выглядит. Император, вы сами понимаете, то есть он там все решил, все считал, что нужно только так, как он думает, все, что вы думаете, а делайте, как я думаю. И еще из интересного показывает вот эта карта, если вы видите большой кролик и двое спрятались за маленьким кубиком, то есть в этом разводе был какой-то страх. То ли страх из-за детей, или из-за финансов, или до сих пор остался страх, который вызывает у вас или воспоминания об этом разводе, или об этом человеке. То есть есть какой-то то ли подсознательный,
или у него страх от вас, или у детей страх от вас. То есть присутствует страх, ну, при том, какая жестокость тут как бы показана, то, наверное, страх этот, ну, он действительно присутствует. Но, скажем так, если задуматься, то страх, он не настолько реальный, потому что это все-таки, ну, кролик, да, пусть он большой и страшный, но вы справитесь с этим страхом. Так, разобрались мы, как происходил развод. Теперь давайте смотреть, что будет у вас и у него после развода через год. Так, ну для вас я, как обычно, выбрала одну из своих любимых колод. Долго думала, на какой колоде посмотреть его. И выбрала такую интересную колоду, специфическая, но очень хорошо читаемая. Итак, что смотрим? Что будет у вас происходить через год после развода? Что нам карты хотят рассказать, показать? Ну, естественно, кто меня смотрит, знает, мы поработаем с теми препятствиями, которые покажут в вашем раскладе. Если покажут в его раскладе, то я считаю, пускай он, если отошел, живет как хочет. А все, что мы можем оттуда убрать, это если расклад покажет какой-то негатив по отношению к вам или вашим близким, то, естественно, мы его уберем, обратившись к высшим силам, силам рода, к ангелам-хранителям вашим. Так, смотрим. Что у вас будет происходить через год после развода? Что моя леди будет чувствовать, что будет в ее жизни после развода через год? Замечательно. Вообще замечательно. Смотрите, карты нам покажут, что через год, после развода, у вас появится мужчина и достаточно быстро. Притом, вот эта карта, семерка пентаклей, говорит о том, что он прям, ну, вот не внезапно вам на голову свалится, а вы, ну, посеете определенные зерна, да, и они взрастут. Вы сами взрастите своего мужчину. И это может быть тем, что вы как-то поменяетесь, да, или вы раскроетесь после развода, да. Вот все, что вас тяготило, все, что вам мешало жить и материально, и физически, и дышать мешало, вы это все сможете найти в себе силы, отбросить, и сами начнете растить свою жизнь. Тут даже не говорится о том, что вы ее для мужчины будущего растите, вы ее растите для себя, а появится мужчина, притом мужчина с деньгами. И относительно быстро. Мало того, вам показывает, что ваше финансовое положение после развода значительно улучшится. Видите, сколько вокруг вас пентаклей и как вы счастливы. И также говорится о том, что вы как бы вернетесь в свое юношеское состояние, вот то безрассудство, счастье, радости от каждой минуты прожитой. То есть вот такое подростковое отношение к жизни, и это прекрасно. То есть, ну, нету через год страданий, несчастья, я этого не вижу. Давайте еще посмотрим, что еще будет в вашей жизни через год после развода. Давайте покажите мне карты, что еще будет в жизни моей леди после развода через год. Карты Таро нам все сейчас покажут. Угу. Ну, смотрите.
Карты нам говорят о том, что это не все так просто дастся. Да, вот если вот я рассказывала, что вы взрастите, то перед этим вы должны будете осознать и отпустить прошлое. То есть вот реально осознать и отпустить прошлое. И какой-то период, ну, пятерочка, возможно, это 5 месяцев, не думаю, что 5 дней, 5 недель. То есть вот вам важно для того, чтобы взрастить вот это счастье для себя, да, вам важно закрыть ту дверь, реально закрыть дверь. Также карты говорят, что мужчина появится после ваших больших раздумий, и вы будете в таком состоянии даже, ну вот депрессии, вам не будет хотеться, в принципе, этого мужчины, это не будет ваша основная цель в жизни. Даже, скажу больше, после развода, видимо, вам не захочется какое-то время общаться с мужчинами вообще, это будет не ваша основная цель, но он появится. Дальше карта нам говорит, что у вас будет много сумасшедших идей. Вы прям вот по жердочке будете идти, по опасным. И, в принципе, это и ускорит ваше движение к счастью. То есть идей будет настолько много. Тут эта карта говорит о том, что вы, может быть, и саморазвитием каким-то займетесь, или просто учиться пойдете, или откроете там, не знаю, новый бизнес, новые взгляды на тех людей, которые вокруг вас, посмотрите на кого-то, откроются какие-то перспективы. Да, это будет опасно, карты говорят, да, вам будет казаться, что это опасно, но вы пройдете это. Также нам говорят, что ваше финансовое положение улучшится, конечно, из-за ваших трудов. Но также тот мужчина, который появится в жизни, он тоже как император, карта императора падает, будет достаточно хорошо стоять на ногах и будет вас дополнять в вашем финансовом положении. Также, конечно, эта карта может говорить, что ваше финансовое положение настолько улучшится, или вы настолько почувствуете, как эти деньги брать, где их брать, как их получать от жизни, что вы будете себя чувствовать как император. И карта мир говорит о том, что ну вот то, что вы как подросток, да, ощутите свободу, вы ощутите весь мир. То есть вы ощутите себя в гармонии с миром. Ну, очень даже неплохо все у вас после развода. Давайте я уберу карту того, что нужно отойти от этой проблемы, но я ее уберу не в смысле, что вы не отойдете от этой проблемы, чтобы этот отход был гораздо проще, да, чтобы вы восприняли его вот так. Я завтра забыла об этом, я больше об этом не думаю, это мое прошлое, чтобы это прошло максимально просто. Вот это закрытие дверей. И также уберу, чтобы мужчина появился еще быстрее, там, через год, да, условно, хотя карты говорят о том, что быстро проявится, ваше нехотение общаться именно с мужчинами. Давайте вы будете открыты для общения, конечно, не для тех мужчин, которые пришли просто потоптаться в вашей жизни, а давайте, чтобы у вас уже есть опыт, это очень важно. Вас не так просто, скажем так, обмануть. Давайте открытые вы будете для отношений. С этими картами поработаем в конце расклада. Здесь мне, в принципе, все нравится в вашем раскладе. Не будем убирать вот то, что вы идете на риск. Вы об этом предупреждены, что вы пойдете на риски, у вас будет хорошо, но надо быть внимательным, да, в рисковые какие-то мероприятия. Мы оставим этот риск. Так, теперь смотрим, что у него будет после развода. Да, нам показали такого мужчину, то ли к вам агрессивно настроенного, то ли вы к нему агрессивно, так он вас допек
что убить готовы. Ну, давайте смотреть, что у него будет через год. Так, смотрим. Что у загаданного мужчины, с которых рассталась или развелась моя леди, будет через год? Ну вот интересно, что ему тоже падает любовь. Ему тоже падает какая-то дама кубков, которая завладеет его сердцем. Но очень интересная поправочка идет. Ну, скорее всего, что эти карты говорят о том, что, ну вот буквально это как бы будет такая привязка, чуть ли не по пьяни, или просто привязка. Давайте глянем. Оракул возьмем, дополним, что карты нам хотят этим сказать. Что это за дама, которая появится в его жизни? Давайте посмотрим, что это за дама, которая появится в его жизни. Взвешенная. О, Господи. Оборотень. Дракон. Собака. Вампир. Ну, я так, насколько я вижу картинку, женщина появится. То ли их какие-то друзья познакомят, то ли это какая-то, которая была его там другом. Ну, я говорю, другом это условно. Друг это не тот, который порвет за вас. Друг это тот, с которым знаком в данном раскладе. И если на нее взвешенно посмотреть, то реально она не тот человек, который себя выдает. И реально, ну, оборотень говорит о том, что это, ну, скажем так, человек не супер хороший, если она себя показывает, что она такой вот дракон, вроде бы и кусючая, да, ну вот такая благородная, добрый дракон, то на самом деле она оборотень. И это подтверждает конечная карта вампира. Это может говорить о том, что она энергетически может сосать и с него, и финансово может, и даже, может быть, вас коснется. То есть она такая женщина, которая знает, что она хочет. Она мужчину использует, она подпитывается от него, она будет забирать все возможные его доходы. Ну, в принципе, то, что заслужил. Да, ну, если кратко, девочки, ну, что я скажу, ну, вот заслужил, ну, вот карты показывают, да, что с вами у него была полная гармония, да, вы делились мыслями, переливали друг друга, да, и у него уже такого не будет, у него будет вот эта радость, которая будет с него все сосать, вот этот оборотень. Ну, что имеем, то имеем, главное, чтобы нас это не коснулось. Так, хорошо. Значит, он будет часто вспоминать о вас, о том, что он потерял ту женщину, которой он был гармоничен с вами полностью. И также, ну вот вспоминать вот буквально, вот как это происходило. Я, конечно, тут даже не вижу, чтобы он вот прям вспоминал сексуально, да, ну, возможно, это и так, но основное показывает эмоциональную составляющую. То есть вы для него были что-то больше, чем просто человек для секса, а вы были с ним в гармонии. То есть вот такие вот два, вот и мысли перетекали из одной головы в другую, и вот так все изменилось, и он будет жалеть об этом, будучи с этой дамой, он будет жалеть, но он будет понимать, что уже ничего невозможно вернуть.
да, ну, это невозможно. Также эта карта может показывать, что он так будет сильно вспоминать именно после того, как узнает, ну, он следить за вами будет, узнает о том, что у вас, ну, новый молодой человек, что у вас там финансовое положение улучшилось, тем более карты показывают, что у него вот финансовое положение, к сожалению, ну, если оно у него вообще когда-то было хорошее, то станет очень нехорошее. Вот одну монетку он там ложит в эту сумочку, которую прижал к себе. И при этом вот карта показывает буквально тут продавщица на базаре, да. Ну, возможно, конечно, это его новое. Возможно, он там как-то торгует, да. И не очень хорошую прибыль будет это приносить. Так, хорошо. То есть, если у него был какой-то бизнес, то он уйдет в упадок, и тоже по той же причине, что вы тоже влияли на то, это так кажется, да, что у него, если был бизнес. Ну, короче, без вас немножко все по-другому. Давайте посмотрим, что еще карты нам хотят сказать по поводу него после развода через год. Смотрим. Так. Давайте посмотрим, как он к вам будет относиться, что вообще будет происходить. Так. Угу. Карта смерти. Нет, это карта правосудия. Ну, что я скажу? Вот все-таки карта показывает, что в районе тазобедренного сустава у него будет очень рвение к вам. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я говорю. То есть реально, сексуально он будет вами интересоваться, хотеть и вспоминать. То есть не только духовно, как показала в начале карты Таро. Видите, они меня сразу исправили. Сексуальное влечение тоже будет такое же. Потому что сейчас у него в отношениях будет это все очень взвешенно. И взвешенно говорится буквально. То есть взвешенно это до такой степени, что, не знаю, принес там 3000 рублей, секс будет. Не купил телефон, секса не будет. Ну, женщина такая ему попадется. Ну и сразу же карта следующая показывает, что чтобы найти вот эту денежку, ему надо вот под конкретные дебри чуть ли не ночью их искать. Вот с последним шансом, с последней свечечкой тяжело будут даваться деньги, и у него очень много будет мыслей и страданий. Вообще он будет, ну вот эта карта фактически показывает о том, что он будет думать, как я вообще оказался в этой ситуации. Почему я вот в это время, там, через год после развода, почему так все происходит. То есть он будет раскладывать все ошибки свои, он будет раскладывать все, что с ним произошло, искать какие-то поводы, еще что-то. Ну, смотрите, девочки, что меня интересовало в этом раскладе еще, это то, чтобы не было агрессии по отношению к вам и чтобы ее убрать. Потому что там выпадала карта, что вам страшно. Не вижу я какой-то такой спланированной агрессии на вас через год. Да, есть то, что он думает о том, что у вас другой мужчина, но ему и смелости не хватает вам что-то сказать. Ну, вот такая вы молодец, женщина, вы его поставили на место или по жизни, или во время развода вы закрыли все возможные на вас воздействия. Пускай там живет со своей любимой. Ой. Так, и давайте мы уберем вот те препятствия, которые нам показали карты Таро в вашем раскладе. Вот, девочки, что мы постараемся сделать, чтобы вы отошли быстрее, закрыли эту дверь, и чтобы у вас не было апатии к мужчине.
Ну что я скажу, если вы хотите что-то из этих карт оставить, просто подумайте о чем-то одном. Да? Так, работаем. Мы обратимся к высшим силам и к силам ангелов, и к силам рода. И уберем эти препятствия, чтобы у нас стала жизнь еще более гладкой. Да? Сейчас я нашла уже карту мир, сейчас найду карту Верховного Суда, к которому надо обратиться, потому что Верховный Суд, он слеп, и если ему не показывать препятствия, которые есть в жизни, он просто их не заметит. Или заметит не так быстро. А нам нужно сейчас жить долго и счастливо. Так, ну много надо будет пройти, ну если идти без, не убирая препятствий, видите, какая колода, сколько надо всего осознать, пройти, чтобы убрать, казалось бы, такую мелочь, да. Закрыть дверь и не закрывать душу для остальных мужчин, да. Давайте над этим поработаем. Это кажется, что это проблема маленькая, реально это проблема большая. И очень неплохо решаемая с помощью силы рода. И кому еще нам обращаться? Так, девочки, сосредоточились, вспомнили весь род, который за вами стоит. Вспомнили тех людей. Видите, у кого-то я начинаю кашлять. Потому что от кого-то, кто сейчас смотрит, было какое-то магическое воздействие, связанное с этим разводом. Вот так оно через меня выходит. Так, ладно, все. Воду не взяла. Так, все, девочки, сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее, беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их на все хватало. Убираем препятствия по Верховному суду, да будет так. Так, девочки, во-первых, мы сейчас проверим, получилось ли у нас убрать, и что, может, что-то другое всплыло. И также не забываем писать в комментариях «Спасибо, да будет так», это важно. Просто поверьте, что это важно. И также, если вам нравится, подписывайтесь, лайкайте, можно также отправить кому-то это видео, если оно кому-то поможет, кому это надо в данный момент, мне будет приятно. Так, смогли ли мы убрать препятствия из расклада Таро? Вы и он после развода, что у вас будет через год? Ну, опять у нас выпала карта, это хороший признак того, что ну, вы взрастите свою новую жизнь прекрасную. Но выпала карта Верховная Жрица. Эта карта, с одной стороны, может говорить о том, что те, которые мы проблемы убирали, да, вы на них просто закроете глаза и отпустите их на веление других сил, а также может говорить о том, что не надо туда лезть, у кого-то это сработало, кому-то нужно пройти этот кармический этап жизни, этот осознание, этот уход, закрытие дверей. Может, кто-то даже, эта карта показывает, не до конца закроет двери для этого человека. Потому я не буду дальше убирать Верховную Жрицу. Она скрывает тайну. То есть пускай эта тайна для некоторых девчонок останется. И также, что я хочу сказать. Если вы чувствуете, что расклад не совсем еще подействовал, вы всегда можете посмотреть вот тот кусочек, да,
прочувствовать его, когда осознаете, что вот это вот мы убрали это препятствие, или когда очень тяжело посмотреть, да, когда, потому что такая ситуация, такое препятствие, что нужно дверь закрыть, да, с прошлым. Ну что я вам скажу? Спасибо. Подписывайтесь, если интересно. Не забывайте писать «Спасибо, да будет так». Ну, до свидания, счастливого вам дня, счастливой ночи. Спасибо, да будет так.